вас, друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня я вам покажу меланж серебряных контактов на медной подложке. Значит, вот мои контакты. Сейчас я их взвешаю, и вы увидите. Нет, лучше сделаем вот так. Так, вот контактики, которые я насобирал. Немножко здесь у нас 34,7 грамма. Значит, вот так они выглядят. Значит, подложка тут на них разная. Латунная, медная, всевозможная. Но это не главное. Мы будем снимать только серебро. Сама подложка должна остаться целой. Серебро же должно уйти в раствор. Значит, что мы делаем? Берем банку. Засыпаем туда наши контактики. Я думаю, стоит для начала их промыть. Обязательно в дистиллированной воде. Все делать только с дистиллированной водой. Так, как видим, вода чуть-чуть мутная, есть немножко мусора. Сливаем эту воду. Так, слили воду. Теперь берем серную кислоту. Значит, для этого количества я возьму 50 грамм. Думаю, этого будет достаточно. Так, заливаем. Теперь азотную кислоту берем 10 грамм. Также заливаем. Так, немножко ждем. Так, накрываем крышкой. Раствор начинает менять цвет. Начало выделяться пузырьки. Сейчас мы посмотрим повнимательней. Так.
реакция запустилась. Но чтобы она более интенсивная была, я сейчас поставлю слегка на подогрев. Ну и потом посмотрим, какая будет идти реакция. Так, друзья, я слегка подогрел раствор. Процесс идет, растворение продолжается довольно-таки интенсивно. Идет выделение бурого газа. Теперь ждем полного растворения. Итак, друзья, реакция закончилась. Но контакты еще у нас полностью не растворились. Так что я сливаю этот раствор. Другую банку. Так, здесь я уже налил дистиллированной воды. Теперь берем материал. Одеваем перчатку. И вообще, друзья, при работе с кислотами нужно иметь перчатки, очки, а также вентиляцию или же работать на улице. Так, фильтруем раствор. Так, пускай он фильтруется. Значит, и здесь мы смотрим, что у нас еще. Еще много контактов, которые не растворились. Подложка вроде бы не тронута. Некоторая подложка есть уже с дырочками, то есть контакты в них растворились, осталась сама подложка с дырочками. Но в основном большие контакты, они еще не растворились. Значит, делаем второй раствор. Так, я думаю, понадобится еще 50 грамм. Серной кислоты. Так, потихоньку залили. Так, ну и теперь нам понадобится азотная кислота. Значит, мы ее зальем также. Так, 10 грамм. Я здесь налил 15. Значит, я 10 залью. Так, а 5 грамм оставлю
Еще чуть-чуть. Так, 5 грамм оставлю. Если что, потом буду доливать. Значит, все это перемешиваем. Также накрываем. Ну и ждем дальнейшего растворения. Так, друзья, я второй раз растворил. Здесь у меня получилась какая-то каша непонятная. Так, сейчас я промою это все водой. И посмотрим, что у нас тут осталось. Здесь мы видим один красный металл. Так, ну вот, только как мы видим, еще осталось здесь кусочек серебра. Тонкий-тонкий. То есть его кислота. Вот здесь явно видно, что это чисто медь. Ничего не осталось. То есть таких контактиков у нас, на которых немножечко осталось меди, наверное, найдется 2-3 штучки. По-моему, вот еще один нашел. Так. Да, вот здесь есть серебряное колечко. Явно видно, что здесь у нас медная подложка выступает, а здесь одето серебряное колечко, в которое полностью еще не растворилось. Значит, что я буду делать? Я это просушу, проверю. Если найдется таких 5 контактиков, на которых мизерное количество серебра, то я их просто оставлю на потом. Вот. Потому что все это снова заливать кислотами нет никакого смысла. А если их будет всего лишь каких-то 5 контактиков, вот, и расходовать на это кислоту и время, я думаю, это бессмысленно. Так что процесс. Итак, друзья, значит, вот этот первый раствор, первый меланж, который я сделал, я осадил его медью. Вот видим хлорид. Он простоял ночь. Это второй раз, когда я уже делал меланж. Также осадил медью. Раствор немножко зеленый по сравнению с первым, потому как здесь уже я применял кислоту где-то 80%. И, возможно, она начала подъедать
медную подложку, поэтому и раствор получился немножко зеленоватый по сравнению с первым. В первом же растворе кислота была больше 90% плотности. То, что у меня осталось на подложке, серебро, я не стал делать меланж, а просто все это растворил в азотке. Вот тут даже уже начал выпадать медный купорос. Так что из подложки у меня осталось только вот несколько контактиков больших. Вот они. Остальные все растворились в этом растворе. Сейчас я его профильтрую. Вот сюда в воду. Так, это мы пока отставим. Сюда в воду я ее профильтрую. И уже буду осаждать хлорид серебра соляной кислотой. Итак, я слил раствор, промыл, хлорид. Вот столько получилось от первого меланжа. Этот хлорид готов к плавке уже. Это у нас получилось от второго меланжа, второго раствора. И здесь у нас полностью растворенный серебро и подложка медная, латунная. Теперь я буду ее осаждать соляной кислотой. Ну и посмотрим, что тут у нас будет. Так, плеснем немножко. Как видим, серебро есть. Так, серебра у нас тут, я бы не сказал, что много, но есть. Сейчас еще добавлю чуть-чуть, посмотрим, как будет идти реакция. Так, ну, по-моему, реакция закончилась. Хорошенько перемешаем все это. Так, здесь будем ждать, пока отстоится. А этот хлорид я сейчас запрессую в пакете, в брикетики. Вот. И он будет готов для плавки. Сейчас вернусь. Итак, друзья, закончил я с хлоридом серебра. Значит, с меланжа я достал, запрессовал вот этих 3 брикетика.
А с афинажа, с этой банки, где растворял подложку с остатками серебра, азоткой, я металлизировал хлорид цинком, и получился вот такой брикетик. Значит, это у нас последний. Ну, теперь буду плавить. Так, приступим к плавке. Начнем с одного. Так, минуточку. Так, первый мы расплавили. Так. Плавим второй. Так, и сейчас будем плавить последний брикет. Все равно затягивает бурой. Так что блеск не очень. Так, вот у нас последний кусочек. Итак, друзья, выплавили мы все 4 брикетика, переплавили в серебро. Ну и теперь посмотрим результат, что у нас получилось. Значит, включаем весы по нолям. Берем первый. 2,1 грамма. Так, сперва по переменку. Берем второй. 2,2 грамма второй у нас. Так, третий будет меньше почему-то. Третий 1,8. Это у нас меланж. А вот это у нас афинаж. Так, здесь у нас тоже 2,2. Так, 2,2. Значит, эти два одинаковых. Итого, общий вес. Сейчас мы положим. И получим общий вес 8,1 грамм серебра
со всех наших контактов. Вот такие, друзья, результаты получились. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте видео, высказывайте ваше мнение по этому поводу. Гости канала, подписываемся, нажимаем на колокольчик. Всем удачи, до свидания.